Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыли это видео. Таро расклад. Что скоро произойдет? Что случится в ближайшие дни? К чему приготовиться, хочется сказать. Вот давайте мы с вами и узнаем. И, конечно, чтобы понимать, что же там произойдет, нужно знать, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Поэтому сделаем краткую сигнификацию, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. А вы принимаете лишь то, что откликается в вашей душе или перекликается с событиями вашей реальной жизни. Итак, что о вас расскажут карты, чтобы понимать, насколько вам данный расклад подходит. О, справедливость. У кого-то из вас важные бумаги, документы, когда много чего хочется осуществить, но много и препонов. Может быть, это вы даже сейчас чувствуете, это старший аркан. Вы находитесь во власти обстоятельств, мои дорогие. Когда одно дело это наше желание, другое дело, когда мы не можем что-то изменить. Мы не можем изменить закон, к примеру, мы не можем изменить обстоятельства, которые сложились. Мы не можем заставить людей думать как-то по-другому. Но вот что о вас говорят карты? Вы сами по себе справедливый человек. Может быть, где-то вы находитесь, в рамках собственных предубеждений. Все-таки по этой карте это карта кармы. И всегда причина и следствие. И я не исключаю, что какая-то ситуация у вас сейчас, может быть и недавно, и где-то это продолжается. То есть вернулся человек или вернулась как возможность вроде решить какой-то вопрос. Но пока либо непонятно каким образом, либо вы за это время прошедшее уже сами готовы были от чего-то отказаться или даже отказались. Но, может быть, и у вас сейчас складываются так обстоятельства, что вам приходится рассматривать альтернативный вариант. У кого-то напрямую слушание в суде, и вы думаете, как закончится ваше дело. Еще один старший аркан, причем аркан мага. Да, тут есть и люди, третьи персоны, третьи стороны, которые тоже либо заинтересованы в решении вопроса. Может быть, это конкретный человек, иногда эта карта показывает как два знака зодиака, Дева и Близнецы, но и знак Меркурий. Но не на всех колодах, в этой колоде такого знака нет, но может быть у кого-то совпадет. Может быть с конкретным человеком есть взаимодействие. Причем маг это всегда человек очень такой прагматичный, очень продуманный. Тот, который не дает каких-то гарантий. Он вообще никому маг гарантий не дает. Может быть и ваше дело, которое вот как слушание в суде, например, или какие-то разбирательства, я такое могу допустить, они происходят с таким сложным человеком, от которого вообще непонятно, что ожидать. Ну, давайте еще одну карту достанем. Вам приходится действительно вот в той ситуации, где вы оказались, руководствоваться тем, что есть на данный момент. Или тем, что в ваших руках, как вы это можете, или воздействовать на ситуацию, или как вы можете применить, опять же, на данный период времени. Для кого-то из вас эта ситуация может быть и по отношениям, когда приходится словно сидеть одновременно на двух стульях, и вашим, и нашим. И есть какая-то двойственность, да? Нам все карты об этом говорят. И в то же время это когда ничего не меняется. Но вам уже, старший аркан-отшельник, где-то карта предвещает то, что вам, скорее всего, придется сделать совсем скоро важный вывод. Возможно, вы его сделали, но тогда будьте готовы к тому, что вам возможно, исходя из ситуации. Вот именно пройти по какой-то ситуации вам придется и что-то видоизменить. Причем действовать самому или самой. Наш расклад одинаково подходит как и для моих любимых девочек, неважно какого возраста все девочки, но точно так же и для вас, мои дорогие мужчины, но только перекладывайте на себя. Отшельник– это та личность, которая имеет именно личность, это философ, у него свой путь. Вот что он задумал, он и пытается это воплотить в жизнь. Он не сидит, вот как изображено на этой карте. По сути дела, у нас тут дорожка. Отшельник идет медленно, он периодически останавливается, чтобы понимать, туда ли я иду, а может быть что-то подкорректировать. Может быть это вы сейчас, вот все-таки о вас, что нам говорят карты. Посмотрите, как удивительно. Вы, скорее всего, тот чувствительный человек, который всем помогает. Но так вышло, что вы в полном одиночестве. Мне не очень приятно это говорить, может быть, у вас и есть и пары, и много общения, но
вот того важного человека, который может выслушать, может помочь, пусть даже дельным советом. Или тот, который примет вот до души, собственной души, вас, вашу сложившуюся обстановку, какие-то обстоятельства. А вот нет такого. Да, здесь все четко, холодно, расчетливо. Но так, как вы сейчас чувствуете, не чувствует никто. Или пусть у других людей, у них свои ощущения, свои приоритеты. Но, видимо, на данный период времени, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, желание, вот это, знаете, как, ну, вдохновение души. Вот этих желаний у вас много. Но они как ударяются от, знаете, как об айсберг. А холодность, вот именно рационализма чьего-либо, или буквально о закон. Вот вы как между двух огней, вот, кстати, когда одно дело то, что вы хотите осуществить, и, может быть, так бы было правильно, и так бы было по каким-то общечеловеческим канонам было восхитительно. Но, а вот именно одиночество или когда нет единомышленников, и вы понимаете, ну, что вам сейчас тоже ничего другого не остается, как и, может быть, и действовать по закону или в рамках, или что-то осуществлять. Может быть, когда вы понимаете, что на 100% мое желание не исполнится прямо сейчас, но в то же время вы же хотите что-то осуществить. Аркан-отшельник, вас уже жизнь нарепетировала, поэтому, скорее всего, вы сами где-то себя настраиваете сами на то, что мне придется договариваться с разного рода людьми. С чем связаны эти ваши события? Что у вас прямо сейчас? Кто-то из вас столкнулся, как вот правда, да, правда, истина, которая сложилась к этому времени. Там может быть не совсем приятное, потому что по рыцарю мечей это может быть что-то острое, жесткое, болезненное, увы. Но это правда. Мы принимаем правду, и вы к этому времени тоже уже научились принимать. Но, может быть, в данный период времени вы пытаетесь дальнейшую свою траекторию действий продумать, поэтому открыли это видео. Как будто много желаний, много чего хочется воплотить в жизнь, в реальность. Но с чего начать? Может быть, именно на что согласиться или от чего отказаться, кстати. Основная тема у кого-то может быть именно заработки. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. Может быть, вы приходите к такому выводу, что мои желания могут меняться. Мои приоритеты, ну, это одно, но это я знаю только сам или сама. Никому я об этом не рассказываю, потому что никто не поймет. Но для того, чтобы мои желания были осуществимы, мне сейчас нужна именно финансовая подушка безопасности. Для кого-то из вас вы долгое время именно по финансам кому-то помогали, и на сегодняшний момент вы можете расценивать это как глупость, мои дорогие. Что я что-то прошляпил или что-то я не увидела. Где-то, может быть, и были обстоятельства, это старший аркан, которые были сильнее все-таки вас. Или вот ваша помощь кому-то, которая тоже несколько, вы умом это понимаете, превысила, но уже какое-то допустимое пороговое значение. И у меня сейчас много своих нерешенных проблем. Или какая-то проблема, она у вас стала остро, но вы к этому пункту пришли в одиночестве, или один на один, или когда буквально отсутствие денежных средств. И вы начинаете думать, окей, а что ж теперь дальше? Выкручусь я из этой истории или нет? Может быть, у кого-то стоит именно так вопрос. У кого-то ситуация, правда, может быть связана с людьми, которые рождены под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, ну или там имеет асцендент. Может быть, как раз это иногда проходят юристы, адвокаты, кто-то из вас раздумывает, а может быть, для того, чтобы мне выйти из создавшегося положения или решить вопрос, мне как раз и необходима юриста консультация или адвоката. Как в отношении меня работает закон. Может быть, у кого-то из вас, ну хотя карта об этом ни одна не говорит, но девятка пентаклей может говорить благополучие, ведь это само по себе. Поэтому, может быть, и вопросы дома, когда вот нужно что-то оформить. Или, если мы сказали суды, они ведь тоже разные бывают. Так что у вас, какой вопрос вот именно сейчас злободневный? Вот у кого-то может быть переезд, у кого-то смена работы. Вообще это ваши планы, это опять же ваши мечты.
это для кого-то или для большинства из вас хочется стабильности. Причем стабильности не на 5 минут, не на 1 год, а как минимум лет на 10, а то и больше. Может быть, меня смотрят даже больше люди, те, которые находятся в зрелом возрасте, когда огромный опыт уже за плечами. Или пусть эти люди, которые достаточно молодого возраста, но вы уже очень много пережили. Вы многие ситуации прошли самостоятельно. И другие ваши сверстники понятия не имеют вообще о том, что такое превратности судьбы или сложная жизнь. Но вы не утратили вот этого огня в душе, да, или желания осуществить все-таки свою мечту. А тут вне зависимости от возраста. И вы сейчас стоите именно на пороге сложного вывода и выбора. Что же мне делать прямо сейчас? И пытаетесь прослушать наш прогноз, чтобы разобраться хотя бы с событиями на ближайшие дни. Но вот если вам это подходит, не совсем просто, как бы у нас... последние расклады у нас почти все какие-то непростые. Но вот если это подходит, я сложу эти карты. И давайте будем узнавать, что же там за события. Что скоро произойдет? Что скоро произойдет? Какие события идут на ваш порог? Что стремится войти в вашу жизнь и таки войдет? Но может быть как самое первое, да? Как событие именно. С чего начнется? Чему это будет соответствовать? Или какие подсказки в целом дадут карты? Итак, что скоро произойдет? А вот приготовьтесь к неожиданностям, неожиданной информации, неожиданному поведению людей. Ха-ха. Что выпало, то выпало. Карты живут своей жизнью. И может быть вот тот человек, да, сигнификация, карта мага, с которым уже было прежде взаимодействие, я не буду повторяться, заново действительно в вашей жизни таки на сегодняшний день присутствует. Приготовьтесь к тому, что вы получите от человека какое-то известие. Он может сам поменять свои планы, или он может вас подвигать на примирение, вот конкретно, или на какую-то новую концепцию его личного видения. И приготовьтесь к тому, что вы будете рассматривать это. Потому что, у вас как будто так складываются обстоятельства. Вы будете с ним очень миролюбиво строить разговор. Может быть, даже где-то приготовьтесь к тому, что вы сами уже теперь в этих энергиях будете. Вы будете где-то, хочется сказать, поддакивать, да, по-другому не скажешь. Но вы не будете заявлять о своих планах. Вы понимаете, человек, правда, не говорит: окей, я действую твоими же методами. Но на кону для кого-то из вас будут вопросы действительно денег, либо вопросы дома, либо продолжение отношений. Ага, тут и правда вам что-то по судьбе. Не случайно первый аркан, карта кармы, справедливость. Здесь могли произойти метаморфозы в жизни человека, или пусть не метаморфозы, но у него было время подумать, когда человек понимает, допустим, что именно взаимосвязь с вами, она была для него очень важна. Человек, по сути дела, уже готов к тому, где-то изменить, трансформировать самого себя. Или, я бы сказала, все-таки маг, желание не упустить что-то. Вот это я могу предположить. Иногда, пусть не в этой колоде, карта мага будет свидетельствовать о страстной любви. И, может быть, да, присутствует в человеке рационализм, но маг, он никогда не бывает проигравшим. Он должен быть победителем. Поэтому для кого-то из людей побудительный мотив, что нет, я не могу от этого отказаться, потому что я как минимум какую-то ситуацию доведу до победы. И для вас это тоже некоторая карма. Аркан Иерофант. Вполне вероятно, тут может вам поступить какое-то предложение. Я этого не исключаю, причем оно может быть совершенно неожиданно. Ну, смотрите, как здорово. И где-то вот то, что вам скажет человек, будьте готовы, он знает, на какую струну души или на какой струне души сыграть, именно вашей души, чтобы получить ровно ту мелодию, которую он желает услышать. Он вас чем-то заинтересует. И это то состояние вы будете проходить, когда вы не можете от чего-то отказаться, что скоро произойдет. Обещание праздника. Может быть, я не исключаю, что вы услышите о том, что существуют какие-то третьи факторы и лица,
Человек вам может объяснять какую-то ситуацию, почему вот раньше получилось именно так. Ну, наверное, у каждого тут по-своему. Но какие-то объяснения, по крайней мере, контакты, вам как будто неизбежно придется пройти. Для кого-то эта ситуация будет связана именно с переездом, местом жительства или какой-то долгой вашей дорогой. А я, кстати, могу для кого-то из вас даже предположить следующим образом. Возможно, вам придется оказаться в одном месте, но на какое-то ограниченное время, а потом придется переехать куда-то еще. В принципе, тут может быть сами по себе перемещения, переезды. Пусть это не у всех, вот именно берите что-то свое. Ну, так вот, знаете, такой узелочек на память себе поставьте, потому что если вдруг альтернативно будут разворачиваться события, то для вас это не будет полная неожиданность. Потому что рыцарь жезлов всегда обещает эти самые внезапности, внезапные перемены, изменения обстоятельств, либо у вас, либо во внешнем мире, что скоро случится. Но вы все равно пропускаете это через душу. Поэтому я бы сказала, с вами очень приятно общаться. С вами, ну, как будто просто, понятно, душевно, без тревог. Но ведь не все вот именно способны чувствовать то же самое. Но для вас, мои дорогие, видимо, так судьба развернется. У вас выпадает карта Солнца. И это то, что произойдет буквально совсем скоро, в ближайшие дни. Ну, может быть, это у кого-то и в часы вы получите известие, состоится разговор, и будет готовиться какая-то встреча или поездка, или, ну, вот будет определенная трансформация. У кого-то это на неделе может затянуться, но иногда пару-тройку месяцев тоже. Все же мы все разные. А карта Солнца – это выбор правильного направления. Но вы будете что-то многократно, ну, как соизмерять. Стоит этим заниматься или нет. Точно будете соизмерять. Смотрите, два светила. Солнце, ясность, луна, сумерки. Как же мне пройти в этих сумерках? Ну, может быть, это где-то ваше уже более рациональное, вы сами где-то, как я сказала, в энергиях мага. Или вы уже знаете, что можно ждать и чего не следует ждать от конкретной персоны. Вы понимаете, уже жизнь научила, что вы можете остаться один на один с какой-то ситуацией, и, может быть, благодаря этому вы будете свои дорожки, тропинки продумывать более рационально, как будто задавая себе вопрос: окей, если я соглашусь на какой-то вариант, или если у меня какая-то оказия, возможность получится, а что я буду делать, если что-то пойдет не так? Или меня подведет еще раз какой-то человек. Или когда в самый последний момент какой-то закон поменялся, может быть, и вот такой момент. Когда вам придется остерегаться толпы, мои дорогие. Вы можете оказаться в какой-то толпе. Ну, как и буквально, может быть, это внешнее, то есть мы будем говорить именно внешние события в окружающей среде. Или как улица, да, какое-то место такое, может быть, площадь. У кого-то и так может сыграться, всегда проиграться. И всегда эта карта говорит тебе в другую сторону. И рядом у нас аркан Солнца. Вам не нужно вовлекаться в какую-то запутанность или, когда вас пытается кто-то увлечь обещаниями, мои дорогие, ваш приоритет – ясность. Когда вы видите или вы сталкиваетесь, или слышите с пространными такими обещаниями или какими-то, может быть, даже добрыми мыслями о будущем, но от этих мыслей нет рациональности. Вам тоже где-то в другую сторону. Вам сразу же как будто нужно, понимаете, убрать эмоции, потому что ваш, ну, основной, наверное, соперник – это ваши эмоции, правда? Поэтому вы, может быть, и оказывались в течение своей жизни за счет эмоционального фона, когда вас к чему-то уговорили, к чему-то склонили, вы на что-то согласились. Но вот теперь это должно быть закончено. Тут именно себе во благо предстоит что-то сделать и в не совсем простой ситуации. К чему быть готовым? Будьте готовы, что вы будете вот-вот подводить какие-то итоги. Так сложится, что и итоги будут где-то параллельно идти с вашим важным выбором, аркан влюбленная. Для кого-то из вас это будет стоять вопрос, верить человеку или нет, а рядом у нас пятерка жезлов, то, конечно, нет. По крайней мере, не на 100%.
И, может быть, я иногда говорю информационного хаоса, когда карта нам свидетельствует о том, что вам придется перелопатить буквально большой объем информации, прежде чем вы какую-то ясность получите или для себя продумаете последующие действия. Люди по этому аркану, по пятерке жезлов, не идут те, которые надежные. Поэтому с какой-то ненадежностью вы можете столкнуться. Будьте к этому готовы. По крайней мере, мы задали такой вопрос, и это может быть ситуация выбора. Давайте узнаем еще, что скоро случится в вашей жизни. Что скоро случится в ближайшие дни, в ближайшее время. Что скоро случится, произойдет. Упорно карты говорят о неожиданностях, о переменах. Еще один аркан, который об этом свидетельствует, колесница. Это старший аркан. Значит, какие-то новости вы совсем услышите. Такие, которые вами не предполагались. Когда сложится вокруг вас обстановка. Когда действительно, как в анекдоте, я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Может быть, к этому времени у вас у самого или у самой будет желание именно куда-то отправиться. Будьте готовы буквально свой график просчитать или, может быть, как график перемещения на одном транспортном средстве, может быть, и на другом. Найти какие-то альтернативные варианты, да, точно придется что-то как будто несколько раз пересмотреть. Может быть, от первоначального плана вам придется отказаться, будьте к этому тоже готовы, потому что здесь именно складывается какая-то атмосфера, ну как аура вокруг вас. Опять же, два старших аркана. Вы во власти событий, которые от вас, мои дорогие, не зависят. И здесь будет ситуация, когда, знаете, меньше активности может быть по отношению к конкретному человеку, а больше такого нейтрального спокойствия, да. Мы не говорим о том, что конфронтации нет ни разу. Но это когда мы, если мы уже сказали с вами, что ваша, как ахиллесова пята, это эмоции. Не позволяйте людям выводить вас на эмоции. Для вас вот нужно совершенно в каких-то противоположных энергиях быть. И, знаете, внутренне, может быть, себя настроить на то, что даже вам придется что-то отпускать. Что скоро случится. Отпускать, причем это сделать будет необходимо. Почему? У вас на кону победа. И вам как нужно, знаете, вот в своей жизни действительно быть вожаком. Может быть, какой-то период ожидания у вас завершается. Поэтому вместе с этим завершением может прийти какая-то возможность, которая будет связана, правда, когда вам либо с кем-то придется встретиться, что-то увидеть своими глазами. Здесь будут происходить те перемены, когда вы поймете, и еще раз где-то, может быть, что я потеряла или потерял много времени. Но, видимо, вот такое желание, как в спорте, поднажать в конце у вас будет. И тем не менее, какая-то победа, вы ее не упустите. Но это не та победа, которую кто-то на блюде принес, а это то, что идет у вас дважды через перемену или через трансформацию. Что скоро случится? Но наряду с вашей победой, мои дорогие, у кого-то это победа по финансам, решение может быть сложного финансового вопроса. Вот, кстати, я этого не исключаю. Карта девятка чаш, изобилие, процветание. Но ведь эта карта лежит вот в таких сложных энергиях. Или, да, победа есть, но здесь есть рыцарь чаш. Может быть, тут есть и человек, который где-то ожидает, что у вас будет какой-то такой своеобразный прорыв. Может быть и по работе, может быть и по финансам. Я не исключаю по рыцарю чаш. Это может быть даже для кого-то из вас состояться новое знакомство. Причем новое знакомство, которое будет при каких-то странных обстоятельствах. И здесь будет очень важно не замечтаться, не построить сразу как бы на основании вот какой-то элемента новизны какую-то очень длительную траекторию, а быть настороже все же, потому что рыцарь чаш приносит вдохновение, добрые эмоции, но это не будет продолжено бесконечно, об этом тоже говорит карта, а следующая девятка чаш. Поэтому карта советует, у вас будет какой-то добрый период, мои дорогие, в ближайшее время, какая-то радостная новость. Новости совершенно разные, может быть, будет и то, что вас заставит крепко задуматься. Что-то тут изменить, трансформировать, переиграть. Но будет и то, что вас будет радовать. И я больше вижу, поскольку победа, жезлы, дела, работа, бизнес или какие-то важные согласования, документы, встречи, контакты. А рядом все-таки девятка чаш, здесь нам больше о деньгах, о вашей ресурсности. Но
С учетом того, что мы сказали до этого времени, и где-то нам ведь карты нас буквально вели, да, карта Солнца ведь тоже не случайно выпала. Поэтому я тут больше вижу, вам как-то нужно будет очень правильно распределить ваши финансовые средства. Это буквально в ближайшие дни, то есть прорыв какой-то будет. Но тем не менее, это то, что не говорит вам расслабиться, нет. Но и с другой стороны, может быть, действовать осторожно, чтобы о получении какой-то суммы не знал никто. Вот я это тоже не исключаю. Как-то вот действия ваши, они должны быть по-другому. Что войдет в вашу жизнь? Много людей, потому что войдет в вашу жизнь. Причем те, которые, может быть, имеют желание воспользоваться вашими ресурсами или воспользоваться вашим участием. Что войдет в вашу жизнь? В вашу жизнь как контроль, как экзамен войдут заново люди, которые видят вашу ресурсность. Вот посмотрите, какой триплет. Семерка жезлов – это всегда, когда мы отступаем полшага назад. Я часто говорю. Да, нас пытаются буквально достать, но нам как будто там нашего личного интереса нет. Четверка мечей – это карта отдыха. Но не буквально отдых. Это когда предшествовали разочарования. И мы понимаем, что если мы будем сейчас вовлечены в какое-то дело, а следующее у нас аркан дьявол, то мы с вами окажемся вот в таком подвешенном состоянии в роли марионетки. И всегда эта карта соблазна. У вас будет какой-то соблазн. Будьте к этому готовы. Соблазн буквально идет в вашу жизнь. Может быть, и в виде человека конкретного, для которого будут все средства хороши. Иногда эта карта будет говорить о том, все-таки это материальная карта, что у вас будет достаточно физических сил что-то осуществить. И для кого-то из вас иногда, это проигрывается в моих раскладах, может быть крупное получение денег, которые вот следом идет королева жезлов. И нам говорят, что да, тут может быть персона, которая к вам обратится: одолжи мне денег. Это может быть персона, которая даже из ближайшего окружения: помоги мне. А для кого-то из вас это будет, знаете, тот человек, который, ну, вот так вот из-под незаметно будет пытаться, может быть, с вами очень правильно провзаимодействовать. В конечном итоге, чтобы получить свои бонусы. А для кого-то из вас это может означать праздник после победы. Победа уже выпала, праздник тоже. Но не с кем разделить этот праздник. Хотя карта говорит: раздели этот праздник с друзьями, мои дорогие. Последнее. Ряд. Нет здесь друзей. Королева жезлов – это тоже тот человек, который на своей волне. И пусть эта карта олицетворяет вас, мы о себе никому много не говорим. Мы никому не распространяемся, что у нас произошло недавно и какие планы мы строим на будущее. Это для вас, знаете, ну, вообще очень важно еще и потому, что здесь может создаться такая какая-то непредсказуемая ситуация, когда в любой момент человек будет поступать по-своему, а вам, может быть, замыли в глаза уже должным образом. Вы будете ждать какой-то поддержки. Или вы включитесь в какой-то вопрос, а потом человек словно растворится, и вы опять же почувствуете, что я зря участвовала или участвовал в какой-то игре. Чтобы не было еще раз какого-то болезненного экзамена, вот этот праздник после победы вам нужно будет и сохранить, и приумножить, и никому ничего не говорить. Вам как высшие силы будут помогать, мои дорогие, но они и требуют вашей вдумчивости. Будьте к этому готовы, что идет в вашу жизнь. Идет, может быть, конкретная весть, которая вас заставит что-то пересмотреть. Именно в этой колоде молодой человек сидит, мечтает. Он мечтает о любви. Он мечтает, что, может быть, он куда-то отправится. Он мечтает там, ну, может быть, много в разных направлений. Но вот незадача. Вот прямо вот в верхнем правом углу поросенок с крыльями. Мы знаем, свиньи не летают. Мои дорогие, вот, может быть, это для вас как девиз. Это себя вот охлаждать буквально. Потому что вы, вот у вас, наверное, знаете, своеобразный экзамен жизни, он будет состоять именно в том, что вас будет проверять судьба, через эмоциональные какие-то ощущения очень приятные, радостные. Но вам сложный выбор нужно будет делать. Приготовьтесь к этому.
И это карта иллюзорного успеха. Это карта, когда, да, выбор есть, глаза разбежались. Но, видимо, может, и глаза-то разбежались, а холодный ум, рационализм должен сузить какую-то траекторию до максимально понятного фарватера. У вас вы что-то сможете осуществить, что-то грандиозное. Пусть эта карта старшего аркана не говорит, что это вот буквально завтра, в ближайшие дни. Но правильная составленная ваша стратегия и тактика вас приведет к осуществлению мечты. Но, повторюсь, экзамен в том, чтобы не соскользнуть на какие-то просто приятности, которые очень кратковременные, или на то, что вами может, знаете, как где-то сыграть на эмоциональном фоне, что «а дай-ка я соглашусь». И я не исключаю, что вы будете соглашаться, может быть, на какой-то вариант, но тогда тоже рационально. Когда вы понимаете, у меня другого, может быть, выхода нет, или вывода на другого я не могу в данный период сделать, мне именно нужно что-то попробовать, или испробовать, или на какой-то момент согласиться, может быть, с кем-то. Тогда, мои дорогие, установите себе четкие границы, четкие рамки, что вы будете, допустим, продолжать отношения, участвовать в каком-то деле, может быть, в каком-то проекте, работе, у кого что тут будет. Но именно по ограничению, когда пытается уже ситуация как бы превалировать за эти рамки или границы, вы себе скажете табу. Я не иду, я дальше не действую. Что войдет в вашу жизнь? Вот посмотрите, первый аркан и последний, точнее наоборот, как будто приходит, да, вот мир. Но мы в целом надеемся, что будут все же приняты очень важные решения в мире, и на нашей планете Земля будет больше мира. Может быть, я замечаю на разных каналах, кстати, в моих раскладах фигурирует эта карта, поэтому это, знаете, как сама Вселенная, наверное, стремится к миру, к покою, к гармонии. Это, конечно, гармония такая, знаете, высшей октавы. Но рядом присутствует нулевой аркан. Не сглупить, не повторить какую-то ошибку. Я только что об этом говорила. Вот такой вот экзамен жизни у вас может быть. Что еще, что войдет в вашу жизнь совсем скоро? Туз чаш, радость, мои дорогие. Но я точно так же могу сказать по нулевому аркану, это для кого-то из вас новая работа. Может быть, и пройдет трансформация отношений. Она не происходит за один день. Может быть, человек, как я уже говорила, и что-то и передумал, переиграл уже что-то, сделал выводы, но ведь не изменился. По крайней мере, должно пройти время, чтобы вот эти перемены, даже если он сам чего-то желает, они должны быть, как устоявшиеся, определившиеся, более такие, знаете, как фундаментальные. Но, может быть, чтобы не было какой-то, знаете, двойственности, вам придется еще где-то быть настороже. Но, тем не менее, как будто туз чаш говорит о радости. У вас получится что-то осуществить, мои дорогие. Что еще войдет в вашу жизнь? Вообще, это карта любви. А вот эта карта влюбленная. И для кого-то это будет означать, что идет в вашу жизнь. У кого-то это будут означать взаимоотношения или даже новое знакомство. Не исключаю, я говорила об этом в самом начале, возврат какого-то человека или вынужденное необходимое примирение. Может быть, это будет не обязательно личная жизнь, а это будет вопросы работы, когда вам попросту придется на таких миролюбивых нотах договариваться даже со сложными людьми. Будьте к этому готовы. Но, видимо, для вас лично это будет складывать какую-то совершенно другую возможность, которая будет давать и финансовый успех, как и саму победу, так и буквально праздник после победы. В конечном итоге вы останетесь чем-то довольны. Видимо, пройти по ситуации, мои дорогие, в ближайшее время, в ближайшие недели вам определенно придется. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные и душевные комментарии, за то, что вы поддерживаете мое творчество. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.